Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 25 февраля, воскресенье, почти 23:00. Нормальные люди уже спят, но у вас скоро наступит раннее утро, а новости важные и, главное, духоподъемные, я бы сказал. Поэтому хочу дать вам с утра заряд позитивных эмоций и хорошего придать вам настроения. Поэтому приступим. Значит, первая новость, очень краткая, но очень важная. Буквально пару часов назад, выступая в программе «Эта неделя» телекомпании ABC, Джейк Салливан, помощник Байдена по национальной безопасности, заявил, что спикер Джонсон фактически дал, или вернее пообещал дать зеленый свет на голосование в Палате представителей по законопроекту о помощи Украине. Это считалось решающим фактором, потому что все уверены, что будет подавляющее большинство, которое проголосует за принятие этого законопроекта. Единственный камень преткновения был спикер. Поставить, не поставит. Спикер принял Соломоново решение, не зря он притворяется набожной личностью. Он боится Трампа, еще больше, наверное, он боится своих напарников, подельников из МАГА, которые сказали, что если он поставит вопрос на голосование, они его уволят с должности. И так это и будет, действительно. Поэтому Соломоново решение заключается в том, что он согласился на применение так называемой discharge resolution, то есть резолюции об обхождении спикера. Этот вопрос может и должен быть поставлен на голосование без вмешательства спикера. Для того, чтобы эта резолюция прошла, нужно набрать 218 голосов. Этим занимается руководство Демократической партии в Палате представителей. Джеффрис об этом говорил еще неделю назад, и я вас ставил в известность об этом. Поэтому ждем. Это самое последнее время позитивный шаг, позитивное развитие событий по поводу помощи Украине. И что-то мне подсказывает, что это хорошая новость, чем-то связана со статьей, которая сегодня была опубликована в газете «Нью-Йорк Таймс» под названием «Шпионская война. Как ЦРУ тайно помогает Украине бороться с Путиным». И этой тайной войне, оказывается, теснейшее сотрудничество имеет место быть уже 10 лет. Ну, практически. С 2000, в общем, в этом месяце, в феврале, 10-летний юбилей. Я вам должен сказать, что я был потрясен этой статьей. Это разведсообщение, невиданное в истории спецслужб. То есть это вот реально отчет об операции по раскрытию деятельности ЦРУ в Украине, вернее, с территории Украины, совместно с украинскими спецслужбами против совместного врага, то есть России. И я думаю, что российские спецслужбы будут тщательно анализировать этот документ в течение, ну, недели здесь не закончится, а может быть и месяцем. Тут нужно каждое слово, каждое предложение, а иногда и слово обдумывать и искать, что произошло, чтобы каким-то образом залатать выявленные прорехи. А их тут, оказывается, масса. Я имею в виду в прорехи или бреши, пробитые совместными усилиями спецслужб Украины и Соединенных Штатов Америки против врага в его обороне и защите. И вот когда я это читал, я вам буду комментировать, поэтому я вам сразу скажу. Главный вопрос – зачем? Зачем эта беспрецедентная откровенность появилась на страницах «Нью-Йорк Таймс» именно сегодня? И я думаю, что пройдет, как это часто бывает. Я помню, была статья в журнале Newsweek по поводу ЦРУ, деятельности в Украине, которую я вам прокомментировал, а потом ее прочитали другие аналитики через пару недель и начали там выдумывать несуществующее. Поэтому я хочу прокомментировать это все. И вы убедитесь, что то, что я вам говорил раньше, все это подтверждается сейчас. И те, которые стремятся внести дезу, где бы они ни находились, с какой стороны баррикад, в конце концов будут посрамлены, потому что правда восторжествует. Итак, начнем. Эта история началась, по большому счету, где-то в феврале после свержения режима Януковича.
чему она привела? Вот сейчас я вам поясню. Начинается статья с тем, чтобы я, в общем, так пройдусь по этой статье и одновременно дам комментарии. Начинается статья с того, что в Украине на настоящий момент открыто 14 баз, специальных баз Центрального разведывательного управления, с которых они снимают информацию о противнике. Ну, теперь это не главный, наверное, противник, но важный. Экзистенциальный противник, имеется в виду Российская Федерация. Как Соединенных Штатов, что очень важно, до этого их как-то не считали, Китай был главный. Это и Украины экзистенциальный противник, и теперь Соединенных Штатов, и вообще всего западного мира. Здесь описывается, значит, один из этих бункеров, который произвел колоссальное впечатление на тех корреспондентов, которые занимались этой статьей. И надо сказать, что это не какая-то там утечка, сделанная через одного, двух, трех непонятно чем руководствовавшихся чиновников. Для написания этой статьи журналисты провели беседы с примерно 200 высокопоставленными чиновниками в Соединенных Штатах Америки и с людьми в Украине, которые непосредственно участвовали в этих операциях. Здесь, судя по всему, абсолютно у руководства ЦРУ источник этой информации и даже самые высокопоставленные лица в администрации Байдена. Поэтому вот все, что здесь написано, надо воспринимать как не дезинформация, а как дозированный выброс информации. Это происходит второй раз. То есть Соединенные Штаты второй раз за всю историю спецслужб, по большому счету, вот так вот тайное, самое тайное делают явным. В предыдущий раз они это сделали, когда, отчаявшись подавать сигналы руководству в Киеве о том, что грядет агрессия, они начали трубить это через средства массовой информации, ставя под удар свои источники. Это самое ценное, чем обладает любая спецслужба. Так вот, сейчас на 3-м году войны, пишет Нью-Йорк Таймс, партнерство Вашингтона и Киева в области разведки является стержнем способности Украины защитить себя. ЦРУ и другие американские спецслужбы предоставляют разведданные для нанесения целевых ракетных ударов, отслеживают передвижение российских войск и помогает поддерживать шпионские сети. То есть это сотрудничество между двумя странами, оно глобально. Других стран, с которыми вот США имеют такие же отношения в разведобществе, их всего 4 до сих пор было. Вообще их называли 5 сестер. Это Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Вот сейчас, по большому счету, влилась сюда 6-я страна, то есть Украина, и Голландия. То есть Украина, вот дальше вы увидите из этого рассказа, фактически стала полноправным членом элитного западного разведсообщества. Вот теперь надо это все перенести еще в оборонную плоскость. И вот вам НАТО, и вот вам военный альянс с участием Украины. Что стоит на его пути, мы тоже об этом поговорим вкратце и упомянем. Итак, это партнерство не было создано в военное время, оно началось раньше, а Украина не является единственным его бенефициаром. Дальше эта мысль будет развиваться. Это не какой-то там подарок Украине, это сотрудничество критически важно для Соединенных Штатов Америки, и это нужно понимать, читая эту статью. И в этом один из смыслов, с моей точки зрения, почему она вообще появилась. Итак, это сотрудничество зародилось 10 лет назад и возникло по крупицам. Оно развивалось при 3 разных президентах США и продвигалось ключевыми лицами правительства Соединенных Штатов Америки, с одной стороны, с другой стороны, Украины. И в результате Украина превратилась в одного из самых важных партнеров Вашингтона в борьбе с Кремлем. То есть мысль для Соединенных Штатов сотрудничество в области разведки с Украиной – это надпартийный, непартийный проект, который не зависит от того, кто у власти, демократы или республиканцы. Это очень важное соображение, и именно сейчас оно очень важно в связи с проблемами с МАГА, это вы понимаете, да? С проблемами прохождения пакета о помощи Украине.
В этом проекте участвовали ключевые лица США. Ну и дальше, поскольку это важнейший проект в области национальной безопасности во всех сферах, при помощи которого, как мы дальше увидим, Соединенные Штаты получают ЦРУ беспрецедентную информацию, в том числе, надо полагать, о некоторых политических игроках в Соединенных Штатах Америки. То есть, печатая эту откровенную статью, Соединенные Штаты, ЦРУ шлет месседж некоторым игрокам в Вашингтоне. Кто это игроки, они поймут. Так вот, шлет месседж о том, что под это сотрудничество теперь с Украиной, беспрецедентное с точки зрения доступа к развединформации по Раше, можно теперь слить любую информацию, любой компромат на любого политического деятеля в Соединенных Штатах Америки, который, скажем так, неправильно себя поведет. Примером может явиться, кстати, вот тот же самый Джонсон. Не успел он себя проявить, никто о нем не знал и не слышал, и вдруг бац, оказался третьим человеком, тут же начал плохо себя вести в отношении помощи Украине, и тут же проявился денежный след его, связывающий с Россией, и не просто с Россией, а с государственным предприятием. Ну так это, между прочим. Проект является, то есть состоит из сети шпионских баз ЦРУ, это такая статья, созданная за последние 8 лет, включающая 12 секретных объектов вдоль российской границы. Но в последнее время добавили еще 2 базы. До войны украинцы хорошо зарекомендовали себя перед американцами, собрав перехваченные данные, которые помогли доказать причастность России к крушению авиалайнера пассажирского Malaysia Airlines в 2014 году. Помните эту историю? И как только произошло это преступление, как только было сбит этот авиалайнер, буквально несколько часов понадобилось представителям украинских спецслужб для того, чтобы добыть документальные данные путем перехвата, которые связали российскую сторону с этим преступлением. А также, опять вот я вам только что упомянул намек некоторым игрокам в Соединенных Штатах Америки, что и на них может быть компромат. Украинцы также помогли американцам выйти на российских оперативников, вмешивавшихся в президентские выборы в США в 2016 году. Как это актуально сейчас, в 2024 году, да? Неправильно? Под российскими оперативниками имеется в виду, как вы поняли, наверное, Андрей Деркач. То есть Украина уже помогала Соединенным Штатам в важнейшем вопросе о вмешательстве России во внутренние дела США, в выборы, а теперь они уже тоже вмешиваются, мы с вами тоже говорили, то есть это еще один сигнал, что вы все под колпаком, вы даже не знаете, какой клондайк информации у нас на всех вас есть. Поэтому, значит, это сигнал, помимо всего прочего, дальше это видно будет, лично Трампу. И он состоит о том, что если он попытается угробить этот проект, то его могут обвинить в том, что он, значит, желает какой-то там часть информации, которая, как неоднократно посылал сигнал Москва о том, что на него есть там куча информации, всевозможно негативной. Так вот, раньше боялись, что это Russians могут слить, а теперь получается, что и ЦРУ через Украину вполне может иметь доступ к такому виду компроматов. Ну и дальше вспоминается, как это было. Откровенно говоря, я ему эту историю рассказывал еще несколько месяцев назад. Рассказывал так в разных вариантах, но на всякий случай напомню для тех, которые не постоянно слушали мои видео. Дело было так. После изгнания Януковича новое руководство СБУ прибыло в здание на Владимирскую и обнаружило, что там есть таинственная комната, это была компьютерная комната, через которую, значит, был доступ к серверу, что ли, СБУ, в котором хранились данные на агентуру, на оперативных сотрудников, ну, в общем, на все самое святое, не только СБУ и других спецслужб, включая СВР и ГРУ. И потом, да, значит, этой комнатой руководили люди из ФСБ, которые только они имели туда доступ.
Это было при Януковиче, повторяю. То есть страна при Януковиче, она была под внешним управлением Кремля и российских спецслужб. Ну и всю эту информацию, естественно, была известна, стала известна Кремлю и спецслужбам, и были трагические последствия этого. Если вы помните, значит, один из сотрудников украинских спецслужб, работавший тогда под прикрытием корреспондента украинского государственного канала или средства массовой информации, он был арестован в России. То есть его с поличным никаким не ловили. Его арестовали и посадили. Он некоторое время просидел в тюрьме, а потом его обменяли. Вот на основании той информации, которую Russians добыли через компьютеры СБУ. Короче говоря, были другие провалы. Провал вообще был колоссальный. То есть, по большому счету, нужно было все закрывать, все уничтожать, вешать замок и начинать строить СБУ с нуля. Ну и было принято решение, если при Януковиче вот так вот поступили российские спецслужбы, то сейчас у нас избавились мы от агента российских спецслужб Януковича, и кто нам может помочь? Только западная страна и спецслужбы этой страны. И обратились, как здесь говорится, к резидентам ЦРУ и Ми-6 в Киеве. И они помогли создать новую сеть компьютерную, привезли всю технику, все поменяли. И с этого момента началось сотрудничество. В ходе этого сотрудничества новый председатель СБУ Валентина Ливайченко, а тогда вот Российская Федерация оккупировала Крым, началась террористическая акция на Донбассе, и Наливайченко попросил у резидентов Ми-6 и ЦРУ, чтобы они передали украинской стороне карты спутников. Прежде всего интересовал Крым. Ну и они, американцы, ответили положительно. И началось вот таким образом сотрудничество. Примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского отряда «Командос», известного как отряд 2245. Задача этого отряда состояла в том, чтобы захватить российские беспилотники, а также средства связи. Но это как кажется, захватили беспилотник и какое-то там средство связи. Но задание было колоссальное. Вы помните историю с шифровальной машинкой «Энигма» во время Второй мировой войны? Когда она попала в распоряжение, в конце концов, британцев, и они расшифровали коды, военно-морского флота Германии, и потом читали все сообщения. Вот этот отряд, оказывается, помог американцам сделать нечто подобное. То есть при помощи этого отряда и захваченных дронов и средств связи были взломаны московские системы шифрования, как здесь пишется. То есть на одном этом можно было бы поставить точку и не продолжать, потому что это событие, стратегического порядка такое бывает раз в столетие. Я вам тоже рассказывал в предыдущем случае. Это было самое начало 80-х годов прошлого века, когда майор 8-го управления КГБ Шеймов вместе с семьей внезапно исчез. Потом через много лет обнаружили, что он в Вашингтоне. До этого не знали, где он, и надеялись, мечтали, что он, может быть, они где-то погибли, утонули, их искали во всех водоемах Москвы и Подмосковья, потому что если он ушел, в худшем случае, тогда надо было менять всю систему шифрования всей страны. И тогда это оценивалось примерно в то ли 2, то ли 3, сейчас уже подзабыл, миллиарда долларов. Тогда это была астрономическая сумма. Теперь же, совсем недавно, 10 где-то лет назад, Эдвард Сноуден, помните такого, да, человека? Это бывший контрактор ЦРУ, затем Агентство национальной безопасности, сбежавший, оказавшийся в Москве. И, естественно, хоть он отрицает до сих пор все это, естественно, он всем этим поделился. И с китайцами он в Гонконге поделился, а потом и с Russians в Москве. И вот для ЦРУ у них главная цель была. Сначала пытались вернуть его, но потом главное у них
цель была хотя бы узнать масштаб ущерба, что именно какая именно утечка, чего произошла, для того, чтобы залатать как бы вот эти дыры, эти бреши. Потому что если этого не знать, то надо менять все. А сейчас это уже не 2 и не 3 миллиарда долларов. Это не Советский Союз, Соединенные Штаты Америки. То есть там колоссальная работа, колоссальные расходы, и, судя по всему, американцы на это пошли. И вот теперь империя наносит ответный удар. То есть это колоссальное достижение исторических масштабов, которое стало возможным при помощи украинских спецслужб. И того отряда 2245, который был создан Центральным разведывательным управлением. Кстати, тут написано, что одним из офицеров этого подразделения был Кирилл Буданов, который ныне возглавляет военную разведку Украины. Но о нем дальше. Итак, чем занималась ЦРУ в сотрудничестве с украинскими спецслужбами? Первое. Значит, занималась Signal Intelligence или электронная разведка. Это основное было направление. И, как я сказал, остановиться, вот если бы единственным результатом был взлом шифросистем России, это уже было бы достаточно, которое окупило бы все, оправдало бы весь проект на 10 лет вперед. Но это было не все. ЦРУ начало обучать представителей украинских спецслужб агентурной работе, вербовке. Это было ново, потому что, насколько я знаю, украинские спецслужбы с момента своего возникновения, то есть с момента возникновения независимой Украины, они, по большому счету, не занимались вербовкой агентуры за рубежом среди иностранцев. Я не знаю, как там на дружеской основе с представителями украинской диаспоры, может быть, там о чем-то там говорили, но это не вербовка. А вот вербовкой не занимались. Теперь ЦРУ начала готовить украинских шпионов, вербовщиков и агентуристов. И это было очень кстати, потому что я вам скажу по большому счету, что ЦРУ, они неважные вербовщики. То есть вот так вот в кино, операция какая-то там супер. И наш разведчик ломает вражеского разведчика психологически и своим интеллектом его подавляет и вербует. Этого, на практике американцы этого не любят. У них все просто. То есть у меня есть деньги, у тебя есть секретная информация. Сколько? Продаешь? Нет. Нет, все, до свидания, развернулись, пошли. Ну, вот так вот. То есть они всегда сидят и ждут, пока к ним придут и принесут. А тут оказывается, потому что есть какая-то, понимаете, сразу видно, что это американец. Даже анекдоты по этому поводу. Забросили нелегалы в Советский Союз, по этому поводу анекдоты были. На первый же день его арестовали. Почему? Потому что у него имя было и паспорт на Васю Иванова, а он был афроамериканец. Ну, это чушь, конечно, но где-то доля правды в этом есть. А тут, значит, оказалось, что этнические украинцы, они близки к этническим русским. Психология иногда, достаточно близка для того, чтобы можно было вербовать. Так вот, навербовали, подготовили, и вот этих украинских шпионов, которые под чужим флагом для американцев, то есть то ли они под украинским флагом, то ли еще под каким-то, но вербовали-то для американцев. И вот они занимались этой вербовочной работой по российским целям в Европе, на Кубе и в других местах, где русские имеют, как тут написано, большое присутствие. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, детали этого разведывательного партнерства, которые сейчас впервые раскрывает The Нью-Йорк Таймс, были тщательно охраняемым секретом на протяжении десятилетия. Ну и вопрос, почему, зачем, с какой целью сливаем сейчас, ребята? Дальше, значит, газета продолжает нагнетать таинственность, что партнерство строилось, не так просто. Было время, когда оно чуть-чуть едва не развалилось из-за взаимного недоверия, но потом восстановилось и развивалось. В результате Украина превратилась в центр сбора разведданных, который перехватывал больше российских электронных сообщений, а это считается документальная информация, чем изначально могла обработать резидентура ЦРУ в Киеве. Сил не хватало.
И тогда начали передавать прямо напрямую в Лэнгли. И этим там обработкой занимался целый отдел. То есть Украина, она по большому счету превратилась в клондайк развединформации по важнейшему объекту, то есть врагу Российской Федерации для ЦРУ. И все это произошло вскоре после провала со Сноуденом. Сноуден, как я вам сказал, это был колоссальный удар и по репутации вообще, и в профессиональном плане, и с точки зрения колоссальнейшего ущерба. То есть это был один из сильнейших ударов по ЦРУ за все время существования этого агентства. И как вот иногда бывает, то же самое примерно было в советско-американской борьбе разведслужб во второй половине 80-х годов прошлого века, когда американцы, оказалось, завербовали там более 20 агентов в Москве на различных должностях в различных ведомствах, казалось бы, полный провал. А потом неожиданная фортуна, 2 агента, один ЦРУ, другой ФБР появляется у КГБ, и вот этим ударом наносится смертельный удар по ЦРУ в самом конце холодной войны. Вот тут же то же самое происходит примерно только наоборот. То есть Украина превращается в эпицентр, экзистенциально необходимый ЦРУ, то есть Соединенным Штатам Америки. И тут возникает ответ. Один из ответов на вопрос, почему сливают сейчас. То есть такой клондайк. Как же его можно бросить? Как его оставить? Его же надо лелеять, за него надо держаться. Он навеки должен существовать. Дальше газета продолжает. Сейчас эти разведывательные цели важны как никогда, поскольку Россия ведет наступательные действия, а Украина все больше зависит от диверсий и ракетных ударов дальнего действия, которые требуют наличия шпионов далеко за линией фронта. То есть в истории ЦРУ такого не было. Что касается России, Советского Союза, чтобы у нее там возникли целые сети шпионов на территории Российской Федерации. То есть они пытались вместе с британцами забрасывать во время 50-е годы, но там был Джордж Блейк у англичан, и он там слил сотни этих агентов, которых забрасывалось, их тут же арестовывали и расстреливали. ЦРУ даже не стало начинать эту операцию, у них там другие проблемы были. Короче говоря, невиданное, не прошло и века существования этого агентства, как вдруг возникли у нее шпионские сети глубоко в глубине территории Российской Федерации. Эти шпионы, эти сети все дальше, все сильнее подвергаются риску. А почему? А потому что деньги не поступают, помощь не поступает из Конгресса. И если республиканцы в Конгрессе, пишет газета, прекратят военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить свою деятельность. А это удар по национальной безопасности США. Кто возьмет на себя ответственность за это? Вот нанести удар в сердце ЦРУ, когда она на пике своих возможностей, и когда, значит, обостряется международная обстановка, там и Россия, там и Китай и так далее. Вот вам второй ответ на вопрос, тоже частичный. Почему именно сейчас публикуется эта статья? И вот о каких ставках пишет эта статья. Это месседж для внутренней аудитории. Даже не столько внутриамериканской, сколько внутривашингтонской аудитории, чтобы люди пришли в себя и приняли правильное решение. Дальше, значит, здесь пишется, что эти шпионские сети, они наблюдают в том числе за ядерными объектами России. То есть это вообще святая святых. И учитывая то, что эти 2 кремлевских карлика, один ядерный, другой кровавый, время от времени трясут ядерными причиндалами, то есть эти сети шпионские становятся бесценными просто сейчас. Просто бесценными. Но как же их можно вот лишить, пожертвовав или сэкономив на это какие-то жалкие 60 миллиардов долларов? Но уму непостижимо. Помните, я вам рассказывал, как важна агентурная разведка, когда речь идет о вопросе, будет ядерный удар по нашей стране со стороны врага или нет. И во внешней разведке КГБ на это отвечали следующим образом. Электронная разведка
может дать вопрос при помощи спутников прежде всего. Сколько там шахт баллистических ракет или этих самых передвижных установок баллистических ракет? Где они расположены? Или по каким маршрутам они движутся? Но ответ на вопрос, будут ли они когда-то запущены, или если будут, то когда именно, может дать только агентурная разведка, потому что для этого нужно проникнуть в мозги, узнать планы и намерения. А это нужно, как правило, для этого, как правило, применяется именно агентура, а не электронная разведка. Вот, так что вот финансирование Киева, как здесь пишется, от него зависит и ядерная безопасность Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что представители МАГА, которые до этого понятия не имели обо всей этой проблеме, будут очень озадачены, наверное, уже озадачены, прочитав эту статью сегодня в «Нью-Йорк Таймс». Да и Трамп, видимо, откроет для себя очень много чего нового. Газета продолжает, что в Соединенных Штатах понимают обеспокоенность, в ЦРУ понимают обеспокоенность в Киеве по поводу вот задержки с вопросом о помощи. И поэтому, чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, Бернс, директор ЦРУ, в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину, 10-й с момента вторжения. Подчеркивается, что это сотрудничество возникло и развилось прежде всего потому, что и у ЦРУ, и у его украинских партнеров их объединил общий враг – президент России Путин. Скажи мне, кто твой враг, это значит мой друг. Газета сообщает, что в конце 2021 года Путин раздумывал затем, стоит ли начинать полномасштабное вторжение. И тогда он встретился с главой одной из главных российских шпионских служб, который рассказал ему, что ЦРУ вместе с британской Ми-6 контролирует Украину и превращает ее в плацдарм для операции против Москвы. Это важная информация была и, как видите, достоверной. Но расследование The New York Times показало, что Путин и его советники неправильно поняли важнейшую динамику ЦРУ. ЦРУ не рвалось в Украину для того, чтобы сделать там свою базу. Американские чиновники часто не хотели полностью вступать в контакт с украинцами, опасаясь, что украинским чиновникам нельзя доверять, господа, о чем я неоднократно вам раньше рассказывал на конкретных примерах. Однако узкий круг сотрудников украинской разведки усердно налаживал личные отношения с ЦРУ и постепенно стал жизненно важным для американцев. Один из них, таких вот украинцев, в 2015 году стал генерал Валерий Кондратюк, который тогда возглавлял ГУР, который пришел на встречу с заместителем резидента ЦРУ и без всякого предупреждения передал стопку сверхсекретных файлов. В этой пачке были секреты Северного флота Российской Федерации, включая подробную информацию о новейших конструкциях российских атомных подводных лодках. Вскоре из его кабинета стали регулярно выходить группы сотрудников ЦРУ с рюкзаками, набитыми документами. То есть вот вам решение, видите? Это поступок разведчика такого стратегического масштаба, который принял ответственно, не каждый бы на это пошел. Большинство бы, 99 на его месте, прежде всего пытались бы прикрыть себя, заручиться чьей-то санкцией, чтобы в случае чего можно было сказать, а это не я, мне приказали или дали разрешение. Видимо, он такого разрешения не получал, взял ответственность за себя, и слава ему. Он рискнул, потому что ему никто не обещал, что в обмен что-то будет поступать. Человек принял великолепное профессиональное решение, которое вылилось в создание фактически альянса, разведывательного альянса между двумя странами. Мы поняли, что нам нужно создать условия для доверия. Гениальная фраза генерала Кондратюка. В то время, когда чиновники, как здесь говорится, создавали недоверие и становились основными источниками недоверия, руководство разведслужб это доверие создавало.
Оно критически, я неоднократно говорил в своих предыдущих видео, критически необходимо для Украины, для того, чтобы выиграть, победить Россию в этой войне и занять достойное место в западном сообществе и во всех его структурах, таких как НАТО и так далее. Не будет этого доверия, а этом НАТО можно не мечтать. Вот если бы у нас гражданская власть была такая, как Кондратюк, я имею в виду не там по знаниям экономики, юриспруденции и так далее, но если бы она так понимала, как Кондратюк, важность быть порядочным, открытым, ну, не обманывать, во всяком случае, не считать, не думать, что ты самый умный, ты можешь обвести этого лоха, заокеанского лоха. Было бы все гораздо лучше и быстрее. Далее газета пишет, что по мере углубления партнерства после 2016 года украинцы стали проявлять нетерпение по поводу излишней осторожности Вашингтона, как они считали. И они начали организовывать убийства и другие смертоносные операции, что нарушало условия, на которых, по мнению Белого дома, согласились украинцы. То есть недопонимание возникло. Какие красные линии этого сотрудничества? Разгневанные официальные лица в Вашингтоне пригрозили прекратить поддержку, но так этого и не сделали. Отношения становились все крепче и крепче, потому что обе стороны видели в этом пользу. И посольство США в Киеве, наша резидентура там, стала лучшим источником информации в отношении Российской Федерации, сказал бывший высокопоставленный американский чиновник. Мы не могли насытиться этой информацией. Просто фантастика. Ну и дальше тут повторяется, как это все произошло. Я вам рассказывал эту историю. Валентин Наливайченко пришел, обнаружил там, что происходит и так далее. Затем Наливайченко обратился с просьбой к ЦРУ предоставить снимки с воздуха объектов в Крыму. А до этого Кондратюк уже сделал жест доброй воли. И вот в аэропорту Киева приземляется правительственный самолет США без опознавательных знаков, на борту которого находился Джон Бреннан, директор ЦРУ. Он сказал Наливайченко, что ЦРУ заинтересовано в развитии отношений, но только в тех рамках и в том темпе, который устраивает агентство. Ну, американцы, конечно, могли диктовать условия, потому что это слон, но у него бездонные карманы. Просто бездонные. Поэтому, как бы к нему кто ни относился, а к нему все относятся, даже союзники, критически во многих отношениях. Но вот этот вопрос о бездонных карманах, он решает, как правило, все. Для ЦРУ неизвестным оставался вопрос, как долго продержится Наливайченко и прозападное правительство. И поэтому вот они не знали, насколько быстро и широко идти на развитие сотрудничества с украинскими спецслужбами. Почему? Да потому что ЦРУ уже обожглось на Украине. А дело было так. Во времена Ющенко, ну, вроде проамериканское правительство, режим проамериканский в Киеве, ЦРУ начал активно сотрудничать. Затем оно развивалось, вроде было все успешно. А потом пришел Янукович, и все. И ЦРУ все вымело, а пришли ФСБ. Ну, казалось бы, какая проблема там в этом? Ну, поработали немножко, теперь свернули. А вот какая. То есть вопрос, разведывательные операции имеют, большинство из них, долговременный характер. Планирование, финансирование и так далее. Для этого надо иметь доверие, чтобы окно этого планирования простиралось там не на год и не на 4, а гораздо дальше. А для этого, опять-таки, надо доверие. А если сегодня у вас вроде бы про американское правительство, я говорю, вроде бы, потому что присутствие Москвы, во всяком случае, коррупционное, присутствовало в Киеве практически всегда. В самой маленькой степени присутствовало при президенте Кравчуке, потому что не успели еще тогда. А потом все шло только по нарастающей, что и давало колоссальные рычаги в Москве для управления ситуацией в Киеве. Ну, теперь решили поверить, то есть свергли этого московского марионетку Януковича, ну и принесли
украинские представители такие документы по доброй воле, которые колоссальную получили оценку в Лэнгли. Ну и дальше Бреннан сказал, что окей, мы пойдем на сотрудничество с вами, будем развивать, окажем любую помощь, но вы должны доказать, что вы можете предоставлять американцам ценные разведданные. Вот так американцы и ЦРУ ставят. Вот так у них вербовка происходит. Ты мне принеси, я сначала посмотрю, а потом я решу. Все просто. То есть Штирлицем здесь и не пахнет. Дальше, какое условие поставил Бреннан? Нам нужно, вернее, вам, сказал он украинским представителям, нужно очистить страну от российских шпионов, которыми изобиловало отечественное шпионское агентство, ну, тут прежде всего СБУ имеется в виду. Хотя это только для примера. Изобиловало. Ну и не только шпионское ведомство, а много еще и других. Ну, например, вот тут же газета пишет. То есть Бреннан им сказал, что вам надо очистить от шпионов в государственных структурах. И тут же не успел он приехать, как в открытое информационное пространство, в интернет просочилась информация о тайном, а это был тайный визит директора ЦРУ в Киев. Вот так вот. То есть для этого не надо было СБУ, другие спецслужбы. С Банковой утечка происходит молниеносно. Ну, Бреннан вернулся в Вашингтон, а тогда там Обама был президентом. И советники его были глубоко озабочены. Они всегда, вы знаете эту историю про Обаму, очень, чтобы не спровоцировать Москву. Ну окей, ЦРУ настояла и разработала секретное правило, которое, как тут пишут, привели в ярость украинцев, и которые некоторые в ЦРУ посчитали наручниками, которые были одеты на руки украинских партнеров. Эти правила запрещали спецслужбам Америки оказывать Украине любую поддержку, которая могла потенциально привести к летальным последствиям. Вот она, красная линия Обамы. В результате получилось хрупкое равновесие. ЦРУ должно было укрепить разведывательные службы Украины, но не провоцируя при этом русских. Наливайченко выбрал своего давнего помощника генерала Кондратюка на должность главы контрразведки, и они создали новое военизированное подразделение, которое было развернуто в тылу врага для проведения операций и сбора разведданных, которых ЦРУ и МИ-6 не могли получить другими путями. Это вот я вам говорил. В истории у них холодной войны не было такого успеха, не было у них никакой за всю историю их существования такой шпионской, как они здесь пишут, сети на территории Российской Федерации. То есть самые заветные мечты становятся реальностью. Это подразделение получило название «Пятое управление» и было укомплектовано офицерами, которые родились после обретения Украины независимости. У них не было никаких связей с Россией, сказал Кондратюк. Они даже не знали, что такое Советский Союз. Очень мудрая мысль. Опять генерал Кондратюк. Как он отбирал кадры для важных операций. Никаких связей с Российской Федерацией. И вот теперь сравните. Главный критерий, которым пользуется главный известный кадровик, начальник отдела кадров администрации Зеленского. Мы знаем все, кто это такой. Главный критерий – связи с Москвой. И чем больше этих связей, теснее эти связи, и чем больше они как-то так или с российскими спецслужбами, или с Министерством обороны, тем у человека больше шансов занять самый высокий пост в администрации Зеленского. Но мне иногда хочется лбом об стенку удариться, и неоднократно, чтобы... Но не могу я найти ответ на этот вопрос, как так может это продолжаться. Уже более 2 лет. Ну как это может? Это уму непостижимо вообще. То, что происходит в нынешней кадровой политике. Учитесь у генерала Кондратюка. А вот генерала Кондратюка прекрасно, вот я вам 2 примера привел. Я никогда его в глаза не, так, по телевизору видел, вернее, не по телевизору, по интернету, в Ютубе. Блестящее решение принимает, но его уволили. Не нужны такие люди в нынешней администрации Зеленского. Не нужны. Нужны люди
со связями с российскими спецслужбами и другими темными личностями в Москве. Затем происходит крушение авиалайнера Malaysia Airlines, вернее, его сбили. В течение нескольких часов подразделение именно это предоставило документальное подтверждение с перехваченных телефонных разговоров и других разведданных, самое убедительное доказательство того, что к этому имеет отношение Россия. Это тоже фантастика. То есть несколько часов, пожалуйста, вам документальная информация по сложнейшему вопросу. Блестящая операция. Поэтому, как здесь пишется, ЦРУ было впечатлено, да, и впервые взяло на себя серьезные обязательства, предоставив членам 5-го управления и 2 других элитных подразделений средства защитной связи и специальную подготовку. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте сделать перерыв маленький для вас, потому что дальше там идет, ну, просто вот сериал или очередной фильм о Джеймсе Бонде, просто фантастика. И мы доберемся все-таки, сформулируем окончательно, что там главное в этом, почему эта статья была написана и что мы вправе ожидать после этого. Итак, небольшой перерыв. Я к вам вернусь буквально через час.